Ой-ой-ой. Знаете, как они будут спускать по ступенькам? Ну, уже практически все спустили, осталось только вот этот вот шифонер. Аккуратно, аккуратно, ребята. Я так переживала, чтобы это доехало, чтобы нам не пришлось костры палить из этих досок. Всем привет, мои дорогие зрители! Как вы помните из прошлого видео, наше новое жилье уже практически готово. Осталось дело за малым. И сейчас мы активно занимаемся поиском мебели и всего, что нам понадобится для жизни. И вот сегодня мы вместе с вами отправляемся в город. Мы решили купить бэушную мебель, и еще мы заедем на квартиру в город Нерл, которую Парам снимал, когда мы только с ним поженились. Да, друзья, все могло бы быть по-другому. Парам изначально снял огромную трехкомнатную квартиру. И не просто снял, он ее еще и полностью обставил. Так что сегодня мы посмотрим, что оттуда можно забрать. Ну и чуть позже я вам расскажу, почему мы все-таки там не остановились и почему сейчас вместо нас там живет друг Парама Правин. Пришли разбираться, ребята, уже 2 дня как привезли на парковку вот эту вот бочку огромную, которая нам необходима для того, чтобы запустить наш коттедж. А ее не привозят, не доставляют. Говорят, очень много работы, не справляются. Сначала отвозят какие-то такие вот вещи, которые могут намокнуть в случае дождя. А это уже напоследок оставляют. И вчера не привезли, сегодня не привезли до сих пор. Обещают, что сегодня уже доставят. What do you think today this will come? Yes, today. When make Madhumalti, na? When we make renovate, I every time coming like this time. Morning, early morning coming. Oh, please, fast. Парам говорит, что No, but I know this all. сейчас у нас как бы другая ситуация. Когда Парам занимался ремонтом Мадумалти, тогда это все было на его ответственности. А здесь люди... Хозяева сами, мы так договорились, мы заплатили деньги вперед на целый год, и они нам обязаны предоставить уже место для работы и для жилья в готовности. Вот, если сегодня привезут, то уже завтра можно переезжать. Вот. Дорогие зрители, мы приехали в Нерл, и сейчас мы приближаемся к дому, где когда-то Парам снимал квартиру. Да, друзья, когда я приехала в Индию вместе с Артуром, с маленьким годовалым ребеночком, Парам меня пригласил в квартиру трехкомнатную, которую он снял специально для нас. И приобрел туда мебель, посуду, все он приобрел, все для того, чтобы там можно было бы нормально жить здесь, в Нерле. Но мне не понравилось здесь жить, потому что Парам должен находиться в Мадумалти был. Он тогда уже снял этот отель и, естественно, должен следить за бизнесом. А как это совмещать семью здесь, в Нерле, и отель, это нереально. Вот, все, мы зашли в эту квартиру. Вот, и потом, значит, Парам снимал эту квартиру примерно год. Мы тут сюда практически не приезжали, иногда только. Ну и решили, что это невыгодно, да, зачем мы платим за съем и здесь не живем. Вот, и в итоге потом эту квартиру купил друг Парама Правин. Сейчас он здесь, собственно, и живет. Он для себя тоже тут какую-то мебель прикупил, вот его телевизор. А вот это вот все, вот, допустим, сейчас мы зашли в living room, ну, типа зал. Вот это все наше. И, ну, не все, конечно, но что-то мы сегодня заберем, а потом отдадим обратно Правину. То есть на год, пусть пользуется. Сейчас я ему покажу. Сейчас, сынок, Артур уже там что-то говорит. Давай это заберем. Да, это самое нужное. Это именно то, что нам необходимо. Вот это вот мы привезем, и можно уже жить спокойно. Можно уже расслабиться. Вот, ребята, вот это вот 2 кресла и софа, это наше. С этой стороны уже это Правин купил. Ну, не знаю, Артур, это, наверное, не наш. Стол тоже Правина. Вот этот наш стол, вот этот стеклянный наш стол. Это он новый абсолютно, Парам его покупал. Следующая, кухня. Кухня, представляете, какая большая квартира. Это тут Парам все снял. Тут на кухне холодильник наш. Вот холодильник мы заберем. А вот это вот
Мебель на кухне это все Провина. Посуда наша. Ну, уже посуды тут, конечно, намного меньше стало. Что-то мы забирали отсюда. Что-то где-то потерялось. Парам, can you find some plate or what with my name? С моим именем. Да, такой прикол, представьте себе. Парам всю посуду отнес на гравировку. Сейчас наверное, надо повернуть камеру. Вот, смотрите. В общем, везде, на каждой кастрюльке, на каждой сковородочке мое имя, Наташа. То есть мы когда приехали, я обалдела, Артур еще тогда был не в том возрасте. Так, это спальня, одна из спален. Вот это вот наша кровать здесь. Парам здесь, Провин на этой кровати сушит свою одежду. Боже мой, она, наверное, вся уже плесенью пропиталась. Вот тут такое вот зеркало, тоже наше. Привет всем. Ну, тут еще наши вещи какие-то лежат. Парам уже нашел там свою обувь, которую он не мог никак найти. Повсюду у нас, по всей Индии наши вещички разбросаны. Ну, вот эту кровать. А где where is wardrobe, Парам? У нас еще шкаф был. Он что, себе, наверное, в комнату прибрал? He put in his room? Да. Он поставил наш шкаф. Шкаф уже мы, наверное, не заберем свой. Ну, в общем, ладно, выключаю, будем думать, что тут стоит забрать, что нет. Мы, наверное, в другую спальню заходить не будем, потому что там он живет, там его личные вещи, но как-то некрасиво. Вот, а из этой спальни вы видите вид, какой открывается на город Нерал. Ну и, в принципе, здесь рядом с этим домом негде погулять, некуда сходить. Ну, я когда представляла, если я буду жить вместе с Артуром, Парам на работе в Матеране, ну, куда нам ходить целый день? Только на рынок и обратно. Ну, как-то, в общем, мне совершенно здесь не понравилось, поэтому... А в Матеран я сразу полюбила, поэтому мы переехали в Матеран жить в одном из номеров. И здесь очень жарко, вот по сравнению с Матераном. Жарко, душно, постоянно что-то пищит. Что ты? Ну, колечко. Да папина колечко ты снял? Нет, а я там нашел. Нашел? Хорошо. Слушайте, я даже забыла. Смотрите, у нас даже, оказывается, был такой красивый наборчик чайный с блюдцами. И сачок. Сачок, Артур наш. Но это вообще не сачок, это чай. О, смотри, даже заварник. Вот это да, вот это вот Парам все купил тогда. Мы когда с Артуром приехали, 10 лет назад где-то. So, no, this is when Artur came in, when I'm pregnant. Когда я была беременная, Парам все это покупал. В то время, когда я была беременна, значит, 8 лет назад. Я беременная была в Украине, в Харькове, а Парам здесь гнездышко создавал для нас, которое в итоге мне не подошло. Это мы заберем. Парам говорит, давай сейчас уже заберем. And you know, you remember the glass I buy for your juice. For juice? Да. Not for beer. Гэти говорит, стаканы я купил для тебя, чтобы ты сок пила. Я говорю, может быть, чтобы пиво ты пил. For your beer, а не для моего сока. Ну, неважно, но все равно очень приятно. Сейчас уже тут 30%. Это тоже именная кастрюля. Где? Where is my name? Вот. Наташ. Your name not there. Это для фруктов специально, чтобы воздух должен поступать, чтобы они не гнили. То есть все продумал, чтобы я соки пила, фрукты ела. У меня аж, знаете, какая-то ностальгия на меня. Может, я неправильно себя, может быть, я действительно допустила ошибку. Как-то у Парама сначала было столько энтузиазма, столько рвения, а потом нет, я хочу так. Ну и пошло-поехало, что ну ничего страшного, давай эту комнату сдадим клиентам. Или давай перейдем в маленькую комнату. И я стала соглашаться, и в итоге отношения как бы уже не то. Сначала было отношение реально как к принцессе, а сейчас уже так по-простому. Give me, please, water. Водичку. Нам еще надо в Бадлапур поехать. This This is all
Ну, но наша, но уже какая-то потасканная. Наверное, уже стоит новую купить. В общем, это все очень долгий процесс, я уже поняла. С перевозом мебели это будет надолго. Говорит, надо найти человека, который, а может быть, вот эта кровать, говорит, и развалится по дороге, если ее разобрать, потом еще собирать. Что... Вот плохо, что вот мы поспрашивали, если бы в Матеране кто-то свое там что-то продавал. У них нету никого. В общем, много чего потерялось. Правин не справился. О, смотрите, боже мой. Что случилось? Вы видите, что случилось? Это мой портрет. Эту фотографию с рамкой подарила на день рождения моя подруга Инна Параму. То есть она приехала в Индию со своим мужем и по моей просьбе передала Параму подарок. Ну-ка покажи. Поплесневела. Тут вообще не узнать маму. Может, это просто запачкалось. Слушайте, у нас сегодня день воспоминаний. И что еще там нашел? Колонку. Будем мюзик слушать по ночам. Будем тусовки совершать. А что? Ну да, ты уже созрел для тусовок. Вот еще пора мне подарил. И я ничего тоже, видите, ничего не повставляла. Тут надо our marriage memories. And you remember this? Дай мне. Что тут написано? Наташа. Это Парам, когда мы познакомились, он себе сделал браслетик такой, фенечка с моим именем, татуировку. Везде мое имя, видели? Даже на кастрюльках, на ложках, на байке мое имя, везде. Пыльное такое все. Твое имя где? Твое имя где? Твое имя в сердце. Папа раньше был романтиком, ты понял? А после того, как ты появился, он уже перестал быть таким. Too many years is Google, my Да, это before marriage, до замужества мы катались на такой вот лодке в Керале. Kerala. Насчет Правина хочу уточнить, кто же это такой владелец квартиры. Так вот, Парам и Правин знают друг друга уже много лет. Давным-давно они вместе работали официантами в Мумбаи, и тогда Правин очень сильно пил. Потом он ударился в религию, ушел от индуизма и вступил в какую-то секту. Ну и, слава богу, бросил пить. Сейчас у него есть свое кафе небольшое, как вы видите, квартира довольно-таки тоже неплохая по индийским меркам, но он до сих пор не женат. Это мужчина в полном расцвете сил, ему уже под полтинник, в принципе, симпатичный, характер покладистый, но жену он себе так и не нашел, потому что ему нужно искать жену именно из этой секты. Выбор очень сильно ограничен, а у него еще запросы такие, ребята, что я видела одну девушку, которая ему нравилась. Это просто модель, это просто звезда Болливуда. Ну, как бы он ей не подошел. Так что сейчас Правин живет один в этой огромной квартире, холостякует. Вот я вам еще немножечко покажу вид снаружи. Видите, какие тут заросли. Ну, как неудачный вообще этот дом. Здесь мало кто живет. Квартиры в основном здесь сдаются. И очень редко кто находятся желающие их снимать. Один Правин, наверное, здесь такой постоянный жилец. Едем дальше. Ну, вид, в принципе, открывается неплохой. Так, а сейчас мы приехали в магазин посмотреть старую мебель. Здесь продается уже такая вот мебель, которая была использована другими владельцами. На что тут можно глаз положить? Шкаф нам нужен. Ай. Сколько она, интересно, стоит? So, Param, for example, how much this? This is like wardrobe? Парам говорит, это тебе достаточно для твоего барахла. Все можно поместить. Ну, какой-то шкаф, видите, странный такой, вообще типа непонятный. А, все, он вот так вот просто положен, а его нужно поставить в высоту. So how much? Сколько они просят за него? Что этот шкаф? 4,500. Как-то не очень-то и дешево. Еще плюс это трансфер, плюс доставка. Это получится дорого. За бэушный шкаф, который нам всего на год нужен. Ну, шкаф 4000, поняли? А вот эта вот кровать 10 000. कितना का देगा ये? कितना का देगा वो? कौन सा? वो वाला ऊपर मैं कम बोला हूँ उसे। Сейчас еще посмотрим. Тут уже кто-то, смотрите, спит.
Ну, нам такое не надо, такое мы заберем у Провина. Еще лучше. У Провина заберем наши. Сколько такие кровати стоят односпальные? 6 тысяч с половиной, около $100. Вот такая вот бэушная страшная кровать. Что-то, ну, дорого. Я думала, что бэушная мебель вообще копейки стоит. А вот люди, бывают, просто покупают новое, и чтобы не выкидывать уже хоть за сколько там, хоть подарить или отдать кому-то бесплатно, или хоть чуть-чуть заработать. Но нет, здесь такие цены держат. Вот, смотрите, какой диванчик. Бэушное, тут все бэушное, Артур. Старое такое уже, потрепанное, не модное, а цены дерут. Ну ничего нам здесь. И шкаф, честно говоря, такой не очень, за 4500. Все, Парам говорит, поедем в другое место. Это какой-то... Какие-то здесь продавцы хотят нажиться на нас. Может быть, maybe they think we are very rich. Они подумали, мы очень богаты. Там же ценники не висят. Присели освежиться. Ребята, когда жарко в Индии, мне уже вода стоит поперек горла. В таких случаях я покупаю напитки какие-то вот такие вот газированные, а Артур освежается мороженкой. Все-таки по сравнению с Матараном в городе настолько жарко. Ну, может быть, если здесь жить, тогда уже привыкаешь. А сейчас мы поедем в аюрведический еще магазинчик, хотим заехать, раз мы здесь. Сейчас заедем еще в один мебельный магазин, ну, я имею в виду, опять же, с такой старой мебелью. Вот, и хочу еще кое-что прикупить в аюрведическом магазине. Вы слышите, я в нос говорю, это я сегодня уже нормально себя чувствую, а до этого у меня даже был постельный режим. Воспалились пазухи, хочу что-то купить, пролечиться, иммунитет повысить себе, Артуру и Параму. А то, что там мы в последнее время как-то стали часто болеть. Не к добру это. Special power. Нативная реклама. Парам понял, о чем я. Ну, мало ли, может, кому-то просто вот эта вот женщина, которая здесь работает, такая приветливая, такая милая. И захотелось, знаете, ей приятно. То есть понятно, что никто из вас, скорее всего, сюда не приедет, не будет сидеть в этом кафе, но ей приятно. Мне нравится, что здесь и специалисты Парам показывают. Ой, у меня голова болит. Что мне делать? Он кучу всего уже насоветовал. По внешнему виду он уже ставит диагноз. Это нам с Артуром. У нас постоянно какие-то респираторные болячки. Вот это, он говорит, для иммунитета. Вот это, друзья, я вам советую приобрести. Это конфеты от кашля. Конфеты, которые реально работают. У Артура в Гоа был приступ ночью, ну, когда вот просто ты не можешь, не знаешь, что делать, кашель, водичку он пил, и то, и сё. В общем, ничего не помогало, а эту конфету дала, но проблема в том, что конфета очень-очень острая, с перцем. Вот, и он вообще сначала не хотел их есть, эти конфеты, мы их купили днем, но ночью он говорит, давай уже, говорит, мама, что угодно, говорит, что угодно, лишь бы помогло. И съел эту конфету, у него реально кашель прошел, то есть этот приступ прошел. И у меня тоже ночью это, я же вам говорю, что я простужена, у меня ночью был приступ кашля, и эта конфетка мне помогла. Но она уже была последняя, поэтому вот мы решили сейчас прикупить про запас. Парам говорит, не надо здесь снимать, а то люди будут возмущаться. Я просто хочу вам немножечко показать улицы провинциального городка, как здесь люди живут. Дома, видите, какие страшные после дождей. Вся краска слезла, их нужно красить. Ну, конечно же, не все это будут делать. Дома выглядят как после пожарища. Оба. Вот, а тут, смотрите, одежду сушат. Удобненько придумали. На солнышке. Так, а сейчас, смотрите, проезжаем Новострой. Шикарные какие, смотрите, дома. Здесь, скорее всего, и бассейн есть внутри. Огромный двор детской площадки.
Классный шифонер, друзья, вообще бомбический. И в отличном состоянии, мне кажется, он даже новый. Но цена кусается. Там еще какой-то сзади есть, но невозможно посмотреть. Ну так, видите, то есть двери тяжело открываться. Я не говорю, что прям высший класс. То есть, скажем так, на новую квартиру, в свою я бы не стала бы такой покупать. Но так как для временного жилья супер. 10 тысяч стоит. 10 тысяч вот так вот раз. И плюс еще, я же говорю, за доставку надо будет. Парам говорит, если отдашь за 6 тысяч, я возьму. Да, я пока вот вам покажу, какие еще тут варианты есть. Вы видите, шкаф металлический, прям как сейф. И такие шкафы можно встретить во многих деревенских домах. Это уже, знаете, его покупают, и от бабушки от прабабушки, наверное, остаются они долгие-долгие годы. Здесь вот, смотрите, такой вот стеклянный стол. Кстати, хороший. Ну, у нас уже мы тот заберем свой у Провина. Кровать. Прикольная, кстати, кровать. Не знаю, видно вам нет. В общем, потом все увидите. Выбрали мы шкаф. Ребята, он дешевле стоит. И здесь дверцы хоть нормально открываются, в отличие от этого. Он, конечно, выглядит намного презентабельнее, намного приличнее, но реально стоит дорого. И двери вообще нужно, не знаю, наверное, минуты 2 открывать, прикладывая кучу сил. А здесь в этом плане нормально. Еще преимущество, что есть зеркало. Остановились на нем. За 6 тысяч его нам отдают. И еще кое-что мы купили, ребята. Матрасики купили. А для Артура парту купили новую. Они тут дешевые парты, поняли? Ну, самая такая простая, металлическая. Потом вам покажу. Вот. И, наверное, все. Наверное, будем закругляться. А потом уже по мере необходимости будем что-то добавлять, докупать. Да, растратились мы, конечно, сегодня. Правда, конечно, один минус, что 1 год мы живем. Потому что не хочется, уже привык к этому и сразу покидаешь это. Все, сказали, подъем, подъем. Рота, подъем! Вот сейчас на вот этом вот грузовичке поедет наша мебель в Нерал. Я настолько приятно удивлена, я даже не ожидала, что мы сегодня за один день все это решим. То есть мы сейчас везем то, что мы здесь выбрали в Нерал, и там забираем из квартиры у Провина всю нашу мебель. И отвозим уже на другой машине в Матеран. Единственное минус, что получается, что вроде как мебель мы выбрали недорогую, но за доставку придется заплатить примерно столько же, сколько за эту мебель. Вот это вот, конечно, меня как-то огорчает. А это парта. Вот такую вот парту мы Артуру складную купили. Ведь она упакованная, новая. Сейчас опять рубрика «Интересная профессия для Парама». Парам, for you this job. I My said, God, what was my for me? I want to do this job. вот видите, вот этот вот For you, мужчина. flat this job. Я уже Параму надоела с этими предложениями. Значит, ребята, просто хочу вам показать оригинальную индийскую профессию. Этот мужчина точит ножи вот таким вот образом. Сидя на велосипеде, крутит педали. Класс, настолько оригинально. Я вообще сначала не поняла, что этот мужчина на велосипеде старом здесь стоит. Так, а мы сейчас пойдем осчастливим Провина. Расскажем, что сегодня его квартиру оставит куча мебели. Уже просто с ума схожу от усталости. А у нас шопинг продолжается. Видите, накупили еще посуду. Jolly? Jolly. Это плиту купили все-таки новую, потому что та, что у Провина, там какие-то неполадки. Набор посуды, там кастрюлю, кукер, сковороду. Кучу денег потратили и очень-очень сильно устала. Усталость это не значит, чуть-чуть потерпеть. Меня успокаивает. Говорит, мам, что нельзя уже потерпеть. Ну да, в принципе, у нас не так часто такое происходит, поэтому можно и потерпеть.
Нам еще предстоит очень много работы. Все это надо установить, собрать, поставить, помыть, протереть. В общем, друзья, увидимся с вами в следующей серии. Люблю, целую. До новых скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.